друзья! Привет! Сегодня мы будем готовить блюдо, которое считается короной греческой национальной кухни – мусаку. Считается, что в том виде, в котором мы мусаку знаем сейчас, впервые в обиход ее ввел Николаус Целиментис, да, шеф-повар из Греции, в 1920 году. Но вообще, это очень известная личность в Греции. Это основатель греческой кулинарной школы. Он издавал журнал кулинарный, он издал книгу по греческой кухне, которой пользуются все хозяйки в Греции. Вот. Ну, как всегда это бывает с популярным блюдом, каждый начинал вносить в него небольшие изменения, и на сегодняшний день все называют свою мусаку классической, но все делают ее по-разному. Но дело в том, что у нас был период в жизни, когда мы 3 года подряд ездили в Грецию. И нам очень понравилась эта страна, понравился климат, люди, природа, еда. И однажды в одном из ресторанов шеф-повар этого ресторана по имени Афина подала нам мусаку, которая нам очень понравилась. И, собственно, сегодня мы попытаемся воспроизвести рецепт этой самой Афины, которую мы взяли на вооружение и по ее рецепту готовили мусаку дома. Ну, собственно говоря, мусака, ее еще иногда называют греческой лазаньей, потому что это овощная запеканка, по сути дела. Но, значит, в основе своей это баклажаны, картофель в том рецепте, который используем мы, потому что некоторые в Греции говорят, что картофель не нужно класть в мусаку, мясной фарш. Часто в Греции используют баранину, но мы взяли говяжий фарш, это тоже достаточно популярно. Лук и самое главное, то, что внес, собственно говоря, Целиментис в это блюдо, это соус бешамель. Это топчик. Это топчик, да, как раз покрытие соуса бешамель, потому что он учился в Вене, во Франции, и вот привнес в греческую кухню этот соус. То есть слои баклажан, мяса, картошки, как в нашем случае, покрытые толстым слоем бешамеля, запеченный в духовке, это и есть мусака. Значит, точное количество, пропорции ингредиентов, которые входят в мусаку, те, которые использовали мы, конечно, в описании вам оставим. Но все зависит от размера формы, от толщины слоев, которые вы будете делать. Поэтому у всех получается немножко по-разному. Именно сочетание овощей по-разному. Ну, как получится вот у нас на нашу форму, которая размером 35 на 20, да, и глубиной 7 сантиметров, мы это опишем. И все ингредиенты в том количестве, в котором мы использовали, у вас будет. Поэтому поехали. Поехали. Начнем с баклажанов. Отрезаем хвостики и разрезаем баклажаны вдоль на ломтики толщиной примерно в 1 сантиметр. Подсолим воду и опустим в нее баклажаны. Накроем тарелкой, чтобы они не всплывали, и оставим их минут на 20, чтобы ушла горечь. А пока нарежем кубиками лук для приготовления фарша. На хорошо разогретую сковородку выливаем немного растительного масла и выкладываем лук. Обжариваем лук до появления золотистого оттенка и добавляем фарш. Периодически помешивая, жарим, пока мясо полностью не поменяет цвет и не уйдет вся жидкость. Теперь зальем в фарш 100 мл белого сухого вина и дадим ему время выпариться. А пока нарежем томаты и пробьем их в блендере. Добавим томаты к фаршу. Посолим, поперчим и добавим чайную ложку орегано. Все как следует перемешиваем и продолжаем обжаривать
пока полностью жидкость не выпарится. Все, фарш готов. Займемся баклажанами. Баклажаны отжимаем. На раскаленную сковородку выливаем пару ложек растительного масла и по частям выкладываем ломтики баклажанов. Как только они подрумянятся с одной стороны, переворачиваем. Посолим и обжариваем со второй стороны. Убираем на тарелку, выложенную бумажным полотенцем. Точно так же обжариваем и остальные ломтики. Теперь займемся картошкой. Ее мы нарезаем тонкими круглыми ломтиками. Обжариваем их с двух сторон и тоже убираем на бумажное полотенце. И, наконец, соус бешамель. Растопим 50 грамм сливочного масла и добавим 50 грамм муки. Непрерывно мешая, доводим до кипения. Теперь, не переставая помешивать, выливаем по частям пол-литра молока. Мешаем соус до тех пор, пока масса не загустеет и на поверхности не станут появляться пузырьки. Добавим пол чайной ложки соли, четверть чайной ложки каенского перца и четверть чайной ложки мускатного молотого ореха. Бешамель готов. Приступаем к сборке мусаки. Да, дорогие друзья, мы все ингредиенты подготовили. Мясо потушили, картошку и баклажаны прижарили, бешамель сварили. Можем начинать компоновать. Да. Сборка пошла. Начинайте. Сначала мы выкладываем картоху. Картошка идет только на давай руками класть, так да, удобнее. так удобнее. Гораздо. Мы ее укладываем достаточно плотно. Да, картошка идет только вниз на нижний слой. И выполняет функцию основы. Фундамент. Фундамент. Да. За счет картошки еще и мусака становится сытнее. Хотите накормить большее количество гостей? Кладите слой картошки Используйте попроще. картофель. Вот. Прямо у Всё. нас это мы убираем. все хватило Это я убираю. на дно. Так. Следующее у нас идет мясо. Давайте. Да? Мясо, которое у нас получилось, друзья, мы делим пополам. Примерно. Примерно, да. У нас мясо пойдет только на 2 слоя. И мы вот так вот берем половинку нашего мяса и распределяем по картошке. Не забывайте выравнивать. Теперь немного моцареллы. И начинаем выкладывать первый слой баклажан. И снова фарш. Опять немного сыра. И, наконец, последний слой баклажанов. Заливаем все соусом бешамель. И разравниваем.
Ну все, красоту навели. Да. Можно Можно убирать убирать. в духовку минут на 40-45 при температуре 180 градусов. Но вы следите, это зависит от вашей духовки. То есть важно, чтобы она покрылась такой золотистой корочкой. Вот такая прекрасная мусака у нас получилась. Наконец-то можем пробовать. Давай, я проголодался. Ура! Режем. Я готов. Сейчас я тебе порежу. Вот такая у нас запеканка слоистая, прекрасная. Давай мне Ну, давай. четвертинку. Я думаю, что мы половину. Четвертинку. Ну Да. давай, чтобы она не ломалась, я тебе так впихну половинку. Давай. А ты уже пробуй. Что там у нас получилось на вкус? Точно как у Афины в ресторане. Да. Ты у меня сорвал с языка. Я пока ела, у меня эта фраза крутилась в голове. И вот каенский перец в бешамеле, он дал необходимую пикантность всему блюду. Не остроту, а именно пикантность. Да, казалось бы, вроде каенский перец, а нет, очень удачно Очень получилось. сочно, очень вкусно и не очень сложно это все сделать. Но зато у вас на столе будет прекрасная, замечательная греческая еда. Пробуйте. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, делитесь своими рецептами. А главное, друзья, никогда не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас. Угощайте своих любимых, близких и дорогих вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. До новых встреч! Пока!